Hello, это Анатолий, и сейчас речь пойдет об офигительной печи, честно скажу. Вот увидел, обомлел. Печь делается в компании «Березка», называется «Витязь». Это 28-й «Витязь», сделан он из шестерки и кое-где восьмерки. Это печь с закрытой каменкой. Кто-то скажет, да мы уже 100 раз видели такую конструкцию, а вот и нет. Значит, кое-что я закреплять не стал, конкретно вот это вот заливочное устройство, чтобы вам показать. Смотрите, здесь обратный клапан. Ну, печей с закрытой каменкой много, но вот производится с закрытыми клапанами очень мало. Нужно это для чего? Для того, чтобы воду залили внутрь и чтобы вода обратно не вырывалась, а протекало туда, куда нужно в воде протечь. Крепится все на винты. Давайте посмотрим, что здесь с лицевой части. Чугунина под бронзу. Да еще и закрывается, открывается. Открываем. И тут кто-то скажет, я уже 100 раз видел такие каменки закрытые, а вот и нет. Ба-ба-ба-бам. Смотрите, видите отверстие? Значит, воду вы подаете сюда. Вода протекает по каналу, попадает вот сюда вот, и как в душе попадает абсолютно на всю плоскость камней. Образуется пар, а дверца-то закрыта, и в яйке вам пар обратно не идет. А идет он по тем отверстиям, а эти отверстия выходят вот здесь вот, а здесь находятся камни, потому что это печь сетка. Давайте посмотрим, что тут производитель нам написал на стикере. Березка 09Г2С, котловая сталь, 6 мм, жироприемная плита 8 мм. Вот такая вот схема. Здесь горит огонь, закрытая каменка, ну, дымоход. Но вот эта вот система меня поразила. При этом, смотрите, еще вот с этого бока отверстия. С этого бока отверстия. Ну, еще все сделано благородно под бронзу. Вообще просто респект. Смотрим верхушку дальше. Здесь у нас тоже все засыпается камнями. И верхнюю часть каменки нагревается она тоже замечательно в этом лотке. Почему? Потому что здесь проходит рядом газоход. Газоход сложный, то есть, видите, здесь нету прямотока. Вот здесь отверстие, там отверстие, и через них проходит сожженный воздух и нагревает закрытую каменку. Это я покажу уже, когда залезу в топку. Но, опачки, прочистное отверстие. Я его даже не могу голой рукой без перчатки снять. В общем, если что-то закоптилось, а закоптиться, ну, не закоптилось, а конденсата много стало, попало сюда, то можно просто вынуть камни и все прочистить рукой. Вот такая вот система. Так, смотрим дальше, что у нас есть еще интересного. Смотрите, ребра жесткости с каждой стороны, чтобы топку печи не повело. Мало этого. Ядрить, колотить. Тут стоят дожигатели. Вот они. 2 канала дожига, куда постоянно подсасывается воздух. Вот они отверстия, видите? Палец туда засовываю. Воздух заходит в верхнюю часть топки, и там еще идет процесс горения. Так что верхние камни здесь тоже хорошо и отлично прогреваются. Давайте смотреть, как сделана топка. Ну, написано «Березка». Что это у нас? Это у нас чугун. Посажено на рамочку. Это вообще крайне грамотное решение. Регулировка горения проходит путем работы вот с этой вот заслонкой. Слушайте, а стекло-то большое такое, квадратное. Ну, как вот одна ладонь, вторая, третья, четвертая. Еще здесь по пол ладони. Стекло-то реально большое. Так. А вот у нас и топка. Давайте смотреть, что здесь. Чугунный колосник. И расходники. Это картриджи, которые можно поменять, если
они прогорели. Вот так вот они сделаны. Очень интересно. Так. Так. Чугун. Тоже заменяемая вещь. Опачки, что я вижу? Здесь у нас плоскость такая, чтобы менять чугун было удобно. Клево. Так. Что у нас? Еще. А еще я вижу, знаете что? Смотрите. Вот эта вот часть, она не имеет уплотнительного шнура. Соответственно, он вот снизу дает подсос воздуха. И этот воздух идет вот отсюда. Соответственно, здесь еще идет подача воздуха все время снизу. И вот эти вот как раз защитные картриджи еще дают возможность красивого горения. Так что огонь клубится, это точно. Вот подошел человек и говорит: стекло посмотри. Здесь еще и система антизакапчивания стоит. Вообще респектос. Так. Вообще технологично, технологично. Давайте смотреть дальше. Здесь у нас гнутый профиль. Гнутый он специально, чтобы сгоревшие дрова, которые превращаются в уголь, падали на нижнюю часть, на чугунный колосник. Вот единственное, что здесь чугунного колосника нету. Смотрим дальше. Ну зато тут и сварки по минимуму. Посмотрите, сварных швов практически нету. Так. Так. И, как я говорил, прямотока здесь нету. А вот справа и слева, вот тут вот, и вот тут вот сделаны вырезы, по которым идет сгоревший газ. Давайте посмотрим, как там все сделано. Да, металл толстый. Ну вообще, круто, респект. Вообще респект. Не ожидал. Не ожидал. Респект. Подсчет. Ну что можно сказать? Печка, судя по техническим решениям, потрясающая. Это вам и финская сауна, так как печка сделана в виде сетки, между камнями будет засос воздуха. Это вам и русская баня, если вы не будете топить ее с дурью, а просто протопите до состояния, чтобы камни в закрытой каменке нагрелись до состояния прям-таки неимоверных температур. Это еще и большое красивое стекло. Кстати, еще есть рамка, вот такая, тоже под бронзу, которая одевается легко и просто в пазы. Одной рукой я это делать не буду, просто сами посмотрите. Ну, что сказать. Шикарно. Ну, я еще знаю то, что ценник тут гуманный крайне. Не задирает цену на это дело. Ну, что, увидите, берите. Мой вам совет. Я фигню не посоветую. Респект, уважуха, почет. Уже со всеми попрощался, и тут подошел представитель Березки, который хочет толкнуть речь. Я ему не откажу в этом. Добрый день, меня зовут Сергей. Я являюсь директором компании «Печь Березка». Мы в этом году успешно закончили сертификацию наших печей на европейскую сертификацию. Прошли. То есть наши печи сделаны по стандартам СЕ, соблюдены все требования. В наших печах не просто так стоят дожигатели, картриджи сменные на колоснике, вот, обдув стекла сверху, подача, для того, чтобы оно не коптилось и не было выбросов. Вот. Также наши печи уже успешно продаются в Финляндии, Эстонии. Ну, пока и все. А нет, не все. Давай рассказывай тогда, как долго служит печь вот такая вот. Всем же интересно. Как практика показывает, у моего товарища стоит уже 5-й год и... Не повело, и все без нормально. Изменений. Без изменений. Без изменений. Вопрос такой. Почему 150 диаметр?
Или это не 150 Это меньше? 150 диаметр, потому что мы просчитали, чтобы при открытии дверцы, при растопке не было выбросов дыма в парильное помещение, не в парильное, в протопочное помещение. Вот, это увеличивает тягу. Со 150-м дымоходом хорошо работают дожигатели. То есть Это решение просчитано. продуманное, Это решение, не просто так. Это решение не просто так, это решение просчитанное и испытанное. С меньшим дымоходом она не работает. Она начинает дымить, коптить и все прочее. Как вот производитель печей рекомендуете что-нибудь сверху ставить? Бак там или теплосъемник какой-нибудь, сетку с камнями? Да, у нас тут стенки все толстые, здесь 8 стоит, толстостенные патрубки стоят. То есть можно бак спокойно ставить на трубу, собирать, никакого давления, она любое давление выдержит, без проблем. Не будет никакой деформации. Да, самый идеальный вариант, так как здесь нет навесного бокового бака, идеальный бак на трубе и все, паримся. Понятно. Еще вопрос. Вот по дымоходам, вот как рекомендуете, по прямой, боковой, вот вообще вот. Может, что-то про дымоходы хотите сказать, как ставить грамотнее? Нет, здесь лучше ставить прямой. Прямой? Дымоход, да, прямой. Дымоход не менее 3 метров. То есть, чтобы печь работала правильно. Ага. Понятно. А вот про камни интересно. Вот кто-то говорит, жадеит надо, там белый какой-нибудь кварцит, который выделяет. Это на вкус и цвет. Все Чего-то зависит там. от кошелька. Понятно. А такие вот эта печка рассчитана на какой объем парилки? На большой, наверное. Она рассчитана как бы на до 35 кубов. До 35 кубических метров. А поменьше модели есть? Есть такие же модели поменьше, до 18 кубов. Такие же модели есть до 25 кубов. То есть вот все то же самое, Да, закрытая самая маленькая каменка. до 18 кубов, потому что эта печка серьезная, для серьезных людей. Да. А вот еще вопросец, оно только вот в таком вот исполнении бывает, или бывает вот в коробке? Нет, бывает в кожухе конвекционном, вот она приблизительно на фотографии, вот она вот так вот выглядит. Называется Витязь Камин 28. Да, точно, в принципе, то же самое. Ясно, понятно. Ну что, спасибо большое, что все рассказали. В общем, печка, говорю, респект. Сделали, молодцы, красавчики, краба. Вообще ложуха. Спасибо.